Всем доброе утро, турецкое. Это я, Лена, канал Краски Ж. Сегодня с утра будем готовить с вами полезный завтрак. Ну, относительно полезный. Будет яичница с пареем и со шпинатом. Ну, вообще, по-хорошему нужно готовить омлет. Почему-то мне захотелось сегодня яичницы. Берем каплю оливкового масла, разогреваем в сковородке. Сковородка у меня уже стоит, готовится, уже греется. Сейчас мы разогреваем масло и пойдут наши ингредиенты. Сейчас ждем, когда она разогреется. Так, быстро разогрелась. Добавляем, обжариваем лук-порей порезанными кольцами. Я одна, мне много не надо, поэтому делаю немножко. Лук очень быстро жарится, этот порей. И он превращается просто в черные уголечки. Но не перебарщивать. Вот только чуть-чуть взялся. Можно сделать немножко поменьше газ. Ну как газ, электроплитку. Немножко неудобно, не моя вся, как говорится, посуда. Со своей-то я привыкла. Поджариваем немножко. Вот, чуть-чуть буквально стал мягким. И засыпаем. Это шпинат свежий, купленный на рынке турецком. Я его порвала. Шпинат обычно рвется, не режется, так же, как и салат. И уже добавляем сразу лук. Будем томить его. Надо, естественно, посолить, поперчить. У меня перца не оказалось под рукой, поэтому пока только солим. Он должен размягчиться. Мы его протушиваем чуть-чуть. Такой завтрак мы практиковали, когда здесь жили долгое время. Шпинат здесь очень хороший. Раньше стоил, сейчас, в принципе, то же самое. За один пучок, ну, он достаточно тяжелый. Грамм, наверное, 700-600 пучок, где-то 40 лет сейчас стоит. Как стоил, так и стоит. И вот они немножко припускаем, чтобы был мягеньким. Так вот, я с пареем делаю, с пареем очень вкусно. Еще сюда хорошо черный перец на мельничке. Чуть-чуть черного перца, но у меня его под рукой не оказалось. Поэтому сегодня обойдемся без черного перца. Просто обычная турецкая яичница, просто со шпинатом. Но мы делаем обычно омлеты. Захотелось яичницы. Пойдем сейчас с вами пить кофе. Заварим кофе, наши кофеварки. Молотый турецкий. Пойдем с вами на балкон трапезничать, завтракать. Всех приглашаю, у кого какое время суток. Пожалуйста, присоединяйтесь. Дожидаясь, когда поджарится шпинат, он у нас поджарится потом под яйцами. Добавляем яйца. Люблю глазунью. Не всегда получается. Главное не переусердствовать. Сегодня вроде нормально. Здесь у меня тут нет крышки, конечно. Вот, чуть-чуть подсаливаю. И вот это вот все сейчас поджарится. А шпинат уже здесь дожарится под яйцом. Поэтому я его всегда не дожариваю, не дотушиваю в таком виде и поджариваю. Такая будет яичница. Но, как говорится, кому нельзя яичницу жареную, делайте яйцо с молоком, взбалтывайте, заливайте все это. Получается прекрасный омлет. И ждем, когда поджарится наша чудесная яичница. И идем завтракать. Так, мы сегодня с вами завтракаем вот с таким видом. На горы, на банановые плантации, на море. Там море, видите, полосочка. Что у нас сегодня получилось? Получилось у нас сегодня вот такой обалденный завтрак. Яичница глазунья со шпинатом и пареем. Свежий перец, капия, да, называется. Черри. Брынза турецкая, маслинки, авокадо спелая, чашка турецкого кофе с молоком и хлебцы. И вот такой завтрак. Всех приглашаю присоединиться, кто обедает, кто ужинает. И это очень вкусно. Такой вот турецкий завтрак собственного приготовления. Как говорится, недорого, вкусно, полезно. Ну, сколько этот завтрак вышел? Ну, считай, авокадо 50
2 яйца в 15. Ну и здесь все по 10, значит 50, 60, 70. До 100 лир, короче, он вышел. До 100. Ну, даже далеко до 100. 50, 60, 70, 80. Ну, около 85 лир такая тарелка стоит. Если считать все ингредиенты, здесь и все, это авокадо и все. Маслинки обязательный атрибут. Без маслин турецкого завтрака нету. Вкусная брынза турецкая. На рынке купила. Не соленая. То есть они, ну, бывают, подсаливают сильно. А тут, простите, не соленую. 250 рублей, ну, 250 лир за килограмм. Авокадо местные, газипашевские, мягчайшие. Прямо вот так вот можно их брать. Вот так вот доставать. Вот это мякоть, очень вкусно. Обалдеть. Это хлебцы беру такие кукурузные. Вместо хлеба. Что, приятного аппетита всем нам. Черри вкусные. 50 лир за килограмм. А яишенка, глазунья со шпинатом и пареем очень вкусно. Попробуйте. Шпинат и парей есть везде, в каждой стране. То, что надо, я мечтала об этом. Ну, маслинок таких нету. Есть турецкие. У нас есть турецкие. Ну, что-то они дороговато стоят. 500-600 рублей за баночку. Ну, считаю, это недешево. Авокадо обалденный. Честно, я люблю больше испанские авокадо. Но такие они продают в основном твердые очень. То есть надо еще и время, чтобы они немножко дошли, дозрели. А женщину вчера нашла, она мне говорит, вот возьми вот эти мягенькие, вкусные. Действительно очень вкусно. Люблю вот так вот с брынзочкой. Ничего запрещенного. Авокадо нужно есть. Так как это жиры. Без жиров нельзя вообще на обезжиренном. Белок, клетчатка. Все нормально. Ну и кофе, разрешенный мне официально врачом, и кардиологом, и терапевтом, и эндокринологом. Ну, только молотый. Растворимый. Там и кофе-то нету, правильно? Непонятно, из чего это делают. Растворимый уже много лет назад забыт мной. Вот. Яишенка очень хорошая получилась, так как я люблю. Не сухая, не это самое, слегка такая, когда ее разрезаешь, такой вытекает желточек, очень вкусно. Я за здоровое питание уже. Все, времена другие настали. Черри очень вкусные, турецкие. С таким видом. Сегодня, кстати, вышла утром на балкон. Все проспала сегодня после стримов. Обычно я сплю долго, то выматывает. Особенно если идешь в одного. Очень как бы энергетически истощаешься. Поэтому после стримов, допустим, я на следующий день отсыпаюсь там часов до 9, до 10. Просто встать не могу. Что, ребятки, здорово. Такое утро я просто не мечтала. Сидеть, созерцать. Слиночки. Супер. Ладно, буду доедать. Дальше что-нибудь придумаю для вас. Сниму, куда пойду, что буду делать. Надеюсь, мой завтрак вам понравился. Вам тоже приятного аппетита, если вы обедаете, завтракаете или ужинаете. Я помчалась дальше. Сейчас доедаю, допиваю кофе и побежала дальше по делам вас снимать интересные влоги.
Сейчас уже вечер, я выехала на своем велике. Хотела приделать GoPro, чтобы показать вам дорогу от Азуры. Но я так расстроилась, честно. Привезла с собой вот эту вот держалку, а она в другую сторону смотрит. Не знаю, что делать сейчас с зрителями. И спрошу у ребят, может, они что-то подскажут, как ее примайнать. Вообще расстроенная. Я же планировала велопрогулки делать. Ладно, что-то придумаем. Сейчас еду, встречаюсь с ними в новом кафе, в кофейне. Говорят, очень вкусно. Махмуд Лари, недалеко от Якты Плаза. Вот, сейчас подъеду туда, и мы с ними встретимся, покажу вам, расскажу, что там за кофейня, как она называется. Я там никогда не была, поэтому не знаю. Давайте исследуем вместе. Вкусный, или там кофе вкусный, или там напитки, но очень хвалят. Поэтому я поехала, и мы обязательно с вами все попробуем и сделаем вывод. Так, приехала я на Ататюрка. Дальше Якта Плаза. Называется Ава, Coffee and Bakery. Не знаю, говорят, наши открыли. Русскоязычные, кто не знаю. Но хвалят. Сейчас мы это все проверим. Терраса такая. О! Здравствуйте, гости дорогие. Здравствуйте. Здравствуйте. Видите, меня здесь везде встречают. Здравствуйте, Любочка. Здравствуйте. Привет, привет, привет. Как мы рады вас видеть, ребята. Да. Так, ну что, здесь, наверное, прохладней? Или здесь? Давайте. Мы на улице. Пойдем, я сейчас покажу, что тут есть. Асти. Так. Тарты всякие, песочный пирог, фисташковый. Это типа творожника, да, что такое? Это чизкейк или это с курицей какой-то киш, типа, да? Это киш, там Ага, точно, видишь, угадала. Мне это все нельзя, поэтому я буду пробовать кофе. Так, кофе латте 105 ли. Все, буду сейчас капучино, все, вот ценник указываем. Я, честно, даже не знаю, какие сейчас цены на кофе. Я вот только приехала, да. Я думаю, так, хорошо. Ты будешь что? Я могу заказать. Тогда мне этот самый латте сделайте. Латте, как правильно. Маленький, А маленький сколько грамм? 250. А большой? 4. Нет, 250. Если что, лучше еще закажу. Это пол-литра кофе, это сильно. Или этот самый морковный торт без всего вообще. То есть, если я читмил устраиваю себе, ну, вот таким образом. Сейчас я рассчитаюсь, можно карточкой, да? Ага. За все 230, да? Есть такое. Не сюда приложила, ну ладно. Я еще не привыкла Я к вашей. просто жду, чтобы карточку активировать. У тебя карточка Специально есть? скинула карточка, я жду, чтобы... Ну, вам же без разницы, а мне бонус. А что она дает? Она на бонус. Там собираешь, допустим, собрал 135. Я думала, что купить кофе за карточку. Прикольно. Хорошо, а как ее получить? Это где-то в интернете, да, скачать? Тоже себе скачаю. Окей. Везде вот эта вот вкусняшщина стоит для рук. Везде, в каждом кафе, в каждом ресторане турецкая тема. Но они бывают разные, лимонные, бывают лавандовые, очень вкусные. Сейчас помою руки. Говорят, вкусно, все здесь вкусно, все, к чему мы привыкли. А я, знаете, даже отвыкнуть не успела. Я приехала, и сразу же вы мне опять к тому, чего я привыкла. Если я читмил себе устроила, взяла морковный торт, короче. А ваше такое вкусное? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А это что, у тебя раф? Это капучино. С капучино. капучинатором сделала. Понятно. Сейчас мне это... Очень, конечно, тут орёт. Ну ладно, ничего страшного. Ничего, что я вас поснимаю. Так все соскучились уже. Как вы поживаете здесь? Лучше всех. Судя по тебе, по твоему загару, у тебя все хорошо. И Любочка, Да. все молодеет, все хорошеет. И хвостички, и юбочка такая. Ну, вообще, девочка. Я говорю, девочка. Девочка. Да. Девочка припевала. Да. Только нужно постричься. Да не, нормально у тебя все вроде. Слушай, ну ты загорелый капец. Можно вообще. снять контент, как меня съемки. Да, кстати, приглашай, я сниму, да. Только давай весь комплекс, чтобы он тебе маску для лица сделал там. Ладно, я даже готова 50% поучаствовать в оплате. Либо зрители. Чтобы блогеры кому-то платили. Очень получается. Чтобы блогеры кому-то платили, чтобы приплачивали еще. Это мы такие. Ну, это наши
друзья, поэтому мы будем приплачивать. Да. Либо еще отрастить чуть-чуть щетину, Ага. и чтобы вообще опасным лезвием. Хорошо, у вас какие тона красивые, светленькие, голубые, беленькие. Супер. Молодцы, молодцы. Сразу видно, люди живут, живут не тужат. Мой кофе взяла. Ты это брал? Гляньте, дерутся за кофе. Только что сказала. Заказал капучино раньше. Только что Ну, сказала. и девочка мне так фермер. Еще подошел молодой человек высокий чернявый, сказал, что это капучино. Только сказала, что это самое, и начали за кофе драться. Это у тебя Рафаэлка, да? Ну, вкусно. Мне такое нельзя. Но я поделюсь с тобой морковным тортом. Не, спасибо, я не хочу. Почему? Придется Ну, я есть. Ладно, я морковный Богданчику торт не дам. бывает, Я вообще сладкое не ем. Но они сказали без глютена, без муки, без сахара, без яиц, без воды, без всего. Что это за радость? Ну, такое сейчас ноу-хау. Там овсянка. Овсянка, на овсянке. Овсянка и морковка. Ну, как бы это редкость такое, что здесь предлагают и без глютена, и без сахара. В основном здесь привет диабет, как ты знаешь, да, кафе? Вот ты попробуй. Сахар, политый сахаром, и сверху присыпанный еще этими самыми. Сейчас попробуем, все скажем. Хорошо. Я предлагаю сегодня посидеть здесь, а потом поехать еще закат снять. Я же еще ни разу даже на море не выехала. Я же к вам с гор спускаюсь каждый день, знаешь, как Горная женщина. горная женщина. Живу в горах вообще там, как отшельница. Как Зато у вас там тихо. турецкая пленница, знаешь. Соседи тихие. Нет, там не видно. Мне пишут, вы что, не знаете, что там кладбище рядом? Я говорю, открою вам секрет, друзья. Кладбище здесь даже на пляже Клеопатра есть. И здесь в каждом районе есть кладбище. И на пляжах здесь кладбище. Везде здесь. Да. Поэтому А открою. бананы когда будем рвать? Это нельзя же, это чужие. Мы же не дикие приехали какие-то. Нет, мы же не дикие приехали, давай рвать бананы. Я вот на это вообще даже не ведусь. А в Таиланде бананы. Я не знаю, меня вот посылают в Таиланд. Сейчас все в Таиланде, все топчики в Таиланде, а кто, ну, нищеброды остались, значит, получается, здесь. Нет. Спасибо большое. Как пел один. Выглядит вполне прилично. Кто пел? А какой-то один тоже. Серега, наверное, пел. М. Какао белого цвета. Вкусный. Другое имел в виду, не какао, но какао белого цвета. Ну, Без- да, супер вкусные. Выпечка, без сахара. кофе, в общем. Это моя любимая кофейня. После школы все делаю. Да? Часто зовут. Ну, я релаксировать. И я после школы все сажусь, здесь пью кофе. Так же. Вот, принесли. Значит, здесь латте я уже отхлебнула, не удержалась. Торт без сахара, без глютена, без муки, без яиц, без всего. Просто из воздуха. Ну, в принципе, вкусный, но очень горячий. Чуть-чуть они, как всегда, перекипятили. Но вкусный. Вот Любочка, она никогда плохого не посоветует. А Богдану, видите, принесли как... Гламурно. Нам гламурные чашки, а ему Я как бы бумажный вот стакан. это пью. Пальчик оттопырил. Ля, пьет. Интеллигенция, гляньте. Ты с Лондона пожаловалась Ёпта. нам, да? Кто? Ёпта. Ёпта. Ёпкинск. Южная Бутово. Салтовцы. Осуждаем плохие слова, осуждаем. В медийном пространстве это Осуждаем. недопустимо. Допустим. Мы теперь, если что, не будем запикивать, просто будем говорить осуждаем. Либо можем Сергея попросить, чтобы он какую-то особую свою фразу выдумал. Лабуда? Абыда, оборвал. Да. Это еще вторая кофейня. Вторая кофейня есть казахов. Чайхана? Не, тут рядом. Она называется как? Что? Не, маленькая вот тут, там где Брэв. брев. Вот. На размером, как ваша кухня. Кухня в какой В квартире? любой квартире. В любой квартире, Да, понятно. в любой квартире. Он сделал сейчас нам комплимент. Как ваша кухня в любой квартире? Да. 3 метра? Шириной и в диаметре. Понятно. И там стоит половина этого места, занимает место баристы. Вот. Там такой Понятно. худенький казах, Мгм. бариста. Ну и И кофе он- как на вкус, самое он главное. Прекрасно. Там Кофе у него нормальный? столько видов кофе.
и с разной обжарки, и с разного происхождения. Давайте по кофейням просто ходить и хоть бы искать нормальный кофе здесь. Вот людям Есть будем еще казахская, подсказывать. Тоже кофейня, тоже казахи. Мгм. Она находится вот там чуть дальше Караджак ближе. Там тоже там очень Это кофе. не все ж могут туда доехать, даже Не, я. ну она ж не аж Караджак, А. а со стороны А, Караджака. понятно. И там вот похожий дизайн, не турецкий, европейский. Мгм. И, ну, кофе. Ребятушки, наконец-то я доехала до моря вечером. Хочу вам показать потрясающе красивый закат, которые бывают только здесь, как солнце садится. Чуть-чуть опоздала. Красиво садится море, солнце. Ну, она даже не море, за те горы, которые, скорее всего, находятся возле Анталии. Но людей очень много на пляже. Смотрите, сколько. Сегодня, правда, выходной. С 6 вечера вот до 8 можно спокойно или рано утром приходить, потому что очень жарко. Все кафе, ну, в принципе, полны людьми, кафе пляжные. Наконец-то. Хоть покажу вам море. То приехала и даже до моря еще не доехала. Остановилась я в чаемничке, нашей любимой чаемничке, где мы обычно сидим, пьем чай, смотрим на море. На дневное море, на утреннее, на вечернее, на ночное. Опять Богдана встретил. Что ж такое? Да, это большая деревня. Решили пойти попить чай в пляжное кафе. Такие клиенты с одним чаем, конечно. Ну ладно, что делать. Ну, никто не парится по этому поводу. Пляж Махмуд-Лари. Солнышко село уже. Сразу легче стало. Но все равно духота еще присутствует некоторая. Честно сказать, уже чуть-чуть полегче, чем... Короче, в кафе нет чая. Сказали, не будете пить пиво, чай хрен вам. Чая нет, только водка. Арфы нет, возьмите бубен. Ничего страшного. Не очень-то и хотелось вообще чая, если честно. Чай на закате. Да такие надо чаевинки ехать. Где только чай продают. Оранжевая мандаринка. Да. Их поубирали уже все, да? Оставили одну напротив горничного рынка и там на субботу. Кони наши. Видите? А вот Сейчас, подожди. и специально для Сергея снимаем видео. Модифицировали трактор наш. Чтобы любой Ивана не билась спинкой, когда на скачках. Сюда подушечку прилепили. И все, теперь ее спинка в целостности и сохранности. Модернизация прям. На трендилоне 300 лир. Понятно. Стоит. Ценник надо обязательно сказать. Ну, Так что- подъемный, конечно, но все-таки осадочек остался. Приехали в знаменитую апельсинку, где всегда пьем чай. Смотрим на море, а чая тоже нету. Короче, весь чай выпили. Кто выпил весь чай? Сиджак. Сиджак, чок сиджак. Вот такой вечер в поисках чая на набережной. А его почему-то нет.